coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parady, да, наконец-то мы ее продолжаем проходить, и я думаю, вы удивлены, но да, мы проходим в этот раз, уже будем проходить на компьютере. Я все-таки купил эмулятор, эмулятор для игр именно нормальный, чтобы просто все записывать чисто на компьютере, так как это более качественно. У меня есть свой нормальный микрофон с кучей всяких улучшений, и сильно прям тратиться не надо. Выпускать именно, опять-таки, это видео, скорее всего, выйдет с кучей других видеороликов, так как я хочу выпустить сразу огромную пачку видеороликов за раз, чтобы, так скажем, извиниться за долгое отсутствие. Уж извините, уж куча дел. Если там хотите поподробнее узнать, там уже будет все в посте в сообществе. А так, давайте продолжим. Посмотрим, что там нам Руфус наговорит. Ну, или Руф. Тут уже кому как. Наш диалог свернул в совершенно неожиданную сторону. Почему этот разговор казался мне каким-то странным и неестественным? Ну, может, потому что ты, хоть и ничего не помнишь, товарищ Немо, но ты не видел людей, девушек, которые считали себя мужчинами? Выходит, здесь еще живут солдаты? Конечно, но не в этой казарме, а по соседству. Не переживай, Немо, ты то... Ой, да что ж такое? Получается, он реагирует на каждый клик. Переживай, Немо, ты тоже кого-нибудь себе найдешь, но только выбирай не из тех девочек, которые нравятся мне. Блин, такая радостная, добрая. Ой. О, пока что первая из девушек. Нужно это прекратить. Послушай, Руфус, меня к тебе Хельга отправила. Ей нужна пачка сигарет, она должна быть у тебя. После моих слов Руфус неожиданно помрачнел. Видимо, я снова сказал что-то не то. Хельга, значит, да? Она красивая, верно? Ты, выходит, уже к ней присматриваешься, не так ли? Только командир позволил тебе остаться с нами. Сколько командир позволил тебе остаться с нами? Как ты полетел к самой красивой девчонке? А я-то думал, между нами уже начала зарождаться настоящая мужская дружба. Все не так. Я пошел к ней за постельным бельем, а она... Руфус помрачнел еще больше, и на этот раз в его взгляде промелькнула нешуточная угроза. Он ткнул указательным пальцем мне в грудь. Я даже не буду спрашивать, зачем оно тебе, но ты шустрый, тебе бы только руки распускать на красоточек. Я угадал? Только не делай такое непонимающее лицо, Немо. Я знаю все твои мысли, я сам такой же. Но Хельгу ты не получишь, она моя, она меня любит, а я ее, ты понял? Ой, ты понял? Я снова интенсивно закивал. Послушай, ты все неправильно понимаешь. Оливер сказал мне взять в постельное белье и форму, а там была Хельга. Я об этом даже не знал. Я вообще почти никого здесь не знаю. Боже. Настроение Руфуса снова стало приподнятым. Моя умная девочка, но у меня уже нет сигарет. Я проиграл их Гансу. Возьми у него. Я уже хотел было развернуться и уйти, но Руфус схватила меня за плечо, притормаживая. Не принимай мои слова близко к сердцу. Идет, Нему. Я вижу, ты хороший парень, только не засматривайся на Хельгу. Я и так каждый день отбиваю ее от похотливых ручонок Ганса. Не беспокойся, я просто хочу вернуть свои воспоминания. Это все. Ладно, так и быть, зови меня просто Руф. Так, сорян, товарищи.
Так, казус устранен. Прошу прощения. Немножко меня так отвлек звоночек. Такое бывает. Так, прочтем то, что было предыдущего. Вот тут. Ладно, так и быть. Зови меня просто Руф. И относись ко мне как хочешь. Моя особенность личности всем в новинку. Даже мне, хотя за год я почти привык. Главное, не скромничай и будь открытым. Тогда мы быстро поладим. Ребята думают, что это всего лишь последствия. Неважно. А Хельга, любовь всей жизни, считает меня своей девушкой, а не парнем. Я хоть и самец, но мне совсем не обидно, когда меня принимают за самку. Благо мне есть чем гордиться. Да, интересные персонажи. Признаться, для меня все это в новинку. Я постараюсь привыкнуть и обращаться к тебе подобающим образом. Отлично, и нападай там Гансу. Скажи ему, что вчера за столом Хельга смотрела на меня, а не на него. Мол, это она сама так сказала. Я рассчитываю на тебя. Руф, улыбаясь на прощание, слегка хлопнула меня по спине, а затем толкнула вперед. Теперь мне предстоит найти Ганса. Судя по описанию, что я услышал от Руф, он не самый приятный тип. Но у меня нет выбора. Мне нужна эта пачка сигарет. Пум-пум-пум. Так и где он? Ганс. Ну давай. Может быть, Ганс находится снаружи? Оливер запретил покидать казарму, но я просто посмотрю, что там творится, и я не буду убегать. Ну, нам бы как бы и некуда. Там куча солдат. Если мы попытаемся сбежать, даже не имея союзников, нас сразу же повяжут, и все, и договор с нашим командующим может разорваться. И тогда нас, не знаю, что сделают. В плен отведут или что сделают. Или расстреляют, может, у них тут такие законы прям жесткие, что всех врагов они просто без пощады расстреливают. Как в каких-нибудь фильмах. Унесенные, утомленные солнцем 1 и солнцем 2. Ну и лицо, конечно, прикрыли. На пороге веранды я заметил солдата. Он сидел ко мне спиной и совершенно не слышал скрипа двери позади себя. Он сжался и мелко подрагивал, как будто замерз в жаркий летний день. Рядом с ним летала бабочка, а еще одна сидела прямо на указательном пальце. Он внимательно рассматривал ее со всех сторон и еле слышно шептал: «Милая бабочка, как тебе, наверное, тепло на солнышке?» Я решил вмешаться. «Прости, что отрываю, но ты не видел Гранса?» Солдат повернулся и посмотрел на меня со спокойной задумчивостью во взгляде. «Это я». Он немного заикался и выглядел грустным. Я удивился, ведь представлял его до встречи несколько иначе. Руф дала мне совсем другую характеристику. Ну, отчасти можно это понять, почему она так сразу на него, а он все-таки они соперничают. Я Немо, ты, должно быть, уже слышал обо мне. Да, шпион, который ничего не помнит. Ребята рассказали, но я думал, что ты уже уехал отсюда. А так полагается делать? По уставу все подозрительные личности должны быть доставлены в главный штаб, но мы пока не путали их солдат со своими. Их? Кого ты имеешь в виду? Немо, как ты не понимаешь? Это из-за амнезии. Ты не знаешь, с кем мы воюем?
Ответ кажется очевидным: с людьми, но вот только из-за чего? Верно. После этого Ганс замолчал, а я не спешил нарушать возникшую тишину. Давайте продолжим. Ой, ёптить. Неужели все так? Ой, ах да, понятно. Прошу прощения, Фес. Ой, твою ж, не успел заметить. Ой, да, тяжеловато. Да, нормально, конечно, не дает мне видео записать. Ладно, давайте продолжим. Блин, такая приятная умиротворяющая музыка прям. Может, хоть он и не будет... хоть он не будет говорить загадкой. А почему ты меня ищешь? Мне стало очевидно, что Ганс ничего не объяснит. Получается, тема войны запретна? Или позднее Оливер откроет мне все секреты? Что-то я сомневаюсь, слишком уж пока что мы не знакомы. Им пока что выгоднее оставлять нас в неведении, чтобы мы были дурачком. Ну, по крайней мере, выкатили как дурачок. Мне стало... Получается... Так это уже было. Я решил не настаивать и перейти сразу к делу. Руф сказала, что проиграла тебе сигареты. Сигареты Хельги. Можешь мне их отдать? Я не хотел отдавать сигареты Дорис. Но они были ей нужны. Она готовит что-то новое на кухне. Сказала, что это будет нечто фееричное. Но, правда, у нее еще ни разу ничего толком не получилось. Ганс шмыгнул носом, поежился, потом со всей силы чихнул и расплылся в широкой расслабленной улыбке. Ты можешь забрать их у нее. Дорис добрая, но всего лишь чуть-чуть необычная. Ганс вытер нос рукавом униформы. Кажется, разговор со мной его не особо интересовал. Он снова уставился на бабочку и начал ей что-то шептать. Вспомнились слова Руф, которые она просила передать Гансу, но я не стал этого делать. Не хотелось встревать в их мелкие конфликты и отклоняться от своей главной задачи. Решив больше не надоедать ему, я зашел в казарму. Белая коробка, ничего примечательного. Пустота. Ну и где нам искать? А, Дорис. А, она что-то ваяет на кухне, кстати, тьфу ты. Надо на кухню. Пошлите на кухню. Из кухни доносился громкий звон посуды и шипение масла. Я немного помедлил, а потом толкнул дверь. О, вот это угощение. Сильный запах горелого заставил меня прикрыть нос рукой. Повсюду была расставлена грязная посуда с остатками еды, а прямо под ногами я заметил разбитое яйцо. Девушка, которую я искал, нашлась рядом со кухонным столом. Ой, простите. Она занималась приготовлением весьма своеобразного блюда. Дорис, верно? Дорис подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза округлились, то ли от неожиданности, то ли от страха, и она сделала шаг назад. Я Немо, должно быть, ты уже это знаешь. Сегодня утром меня допрашивали. Я желал успокоить ее. Я сделал шаг вперед, совершенно позабыв о разбитом яйце на своем пути. Ах! Я поскользнулся и упал спиной на пол, сильно ударившись головой о дверной косяк. Было больно, но я изо всех сил сдерживал стон. В глазах на несколько секунд потемнело.
В то же мгновение послышались быстрые шаги, и обеспокоенный голос Дорис прозвучал совсем рядом со мной. Ой, давай помогу. Давай помогу. Блин, надо будет придумать ей более мягкий голос, она какая-то такая. Давай помогу. Ай, ладно, мне не выходит что-то. Я привстал и облокотился на правую руку. Стоило открыть глаза, как мой взгляд уперся во что-то черное. Сперва было даже непонятно, что это юбка Дорис. Она стояла ко мне спиной, слегка присев и обернувшись, и протягивала руку помощи. «Давай руку!» Мне стало ужасно неловко, я не знал, куда спрятать горящее лицо и куда лучше смотреть. С трудом переборов свою скованность, я взял ее за руку, и Дорис неожиданно легко подняла меня на ноги. Спасибо, что помогла мне встать. Своеобразный способ. Да не за что. Аккуратнее, тут немного напачкано. А ты прав, я Дорис. Я еще раз огляделся и проглотил рвущийся наружу комментарий. Дорис выглядела веселой и нисколько не смущенной своим поведением. Меня же одолевало двоякие чувства. Слушай, а можно я буду звать тебя Омен вместо неба? Вместо Нему. Мне кажется, это звучит интереснее, необычнее. Омен. Мне казалось, что и Немо звучит необычно. Это все-таки не мое настоящее имя. О, так это псевдоним? Ты скрываешь свою личность? Скорее не помню. У меня амнезия. Ты такой необычный, Омен. Я так редко встречаю таких, как ты. Ты еще, наверное, и сам себя удивляешь. Мне бы так. Дорис грустно вздохнула, но уже через секунду ее глаза снова горели несокрушимым ажиотажем. Мне было сложно ее понять. Прости, что прервал твое занятие, но мне нужна пачка сигарет Хельги. Я обещал ей принести. Нет, не смей ей отдавать. Она их просто выкурит. А ведь им можно найти столько разных способов применения. Правда? Никогда не слышал. Все дело в твоей амнезии. Вот иди сюда. Она подтащила меня к кухонному столу, на котором возвышалась гора из объедков. Среди них виднелись обрезки сырого мяса, переваренные овощи, желе непонятного состава, а сверху это великолепие было украшено сырыми яйцами. Я знаю, выглядит некрасиво, но зато какой смысл я в него вложила. Уверена, Омен, до этого дня ты никогда такой оригинальный торт не видел. Скажу по секрету, на самом дне лежит зеленая горошина. Обычно сверху на торт кладут ягоды или фрукты, но чем овощи хуже? Еще заметь, я положила ту горошину в самый низ. Что скажешь, ты такое когда-нибудь видел? Прямо как в какой-то сказке. Дорис замерла, ее руки начали мелко дрожать. Такое уже было. Она говорила тихо и почти без выражения. Мне показалось, что она напугана. Но чем мое замечание могло ее настолько испугать? Вместо пояснения Дорис сунула руку прямо под приготовленное блюдо и начала его снизу ворошить. «Что случилось? Зачем ты это делаешь?» Она не отвечала, уперев остекленевший взгляд прямо на свое творение. Дорис продолжала непонятные манипуляции. Через несколько секунд, может даже минут, она остановилась и, наконец, вытащила руку наружу. «Нашла!» Она снова стала счастливой, разглядывая в грязных
пальцах раздавленную горошину. Ух ты! Я тебе так благодарна, Омен. Если бы не ты, мой торт стал бы второсортным. А что теперь ты о нем думаешь? Я не знал ответа на этот вопрос. После ее ковыряния в торте он почти не изменился, разве что еще больше завалился на правый бок. Вот-вот упадет. Главное, чтобы до этого случая я успел отсюда уйти. Он очень оригинальный, правда, никогда подобного не видел. Правда, правда? Конечно. А что самое оригинальное? Думаем, овощи? Вот овощи я бы никогда не додумался положить в торт. Подожди, а можно как-то убрать вот эту вот штуку? Я не знаю, возможно ли убрать вот эту вот менюшку, чтобы... Ну, понимаете. Ладно. Эх, ладно. Так, извиняюсь, я сделал скриншотик. Потом, возможно, немножко подправлю. Не знаю просто, как можно вообще убрать вот эту вот менюшку. Ну, если даже оригинал, как ты, не додумался бы до этого, тогда и я в самом деле молодец. Дорис было сложно остановить. Похоже, она начала придумывать что-то еще, а ведь я так и не понял, куда делись сигареты. Сигареты Хельги. А знаешь, ведь я хотела воткнуть по краям дымящиеся сигареты. Это было бы такое зрелище. С этим сложно поспорить. Так они у тебя? А, нет, я обронила их в мужской спальне. Дори заметила, что ее блюдо постепенно стало сваливаться со стола. Она покачала головой и опять же голыми руками начала переваливать его в противоположную падению сторону. Я не стал прощаться и так осторожно вышел из кухни, что обернись Дорис на меня, она бы и не подумала, будто я от нее удираю. Интересные особы, скажу вам. Не знаю, правильно я сделал, что сделал скриншотик, простите, мне просто приходится делать их. Ну нормально, на 30 минут как раз таки закончим наше вот это вот небольшое развлечение. Ну давай, мужская спальня, следующая цель, да? Да, поискать сигареты в мужской спальне. Где-то здесь должна быть эта злосчастная пачка сигарет. Прежде чем начать искать ее, я обратил внимание на ближайшую ко мне кровать первого яруса. На покрывале лежала записка, где крупными черными буквами было написано «Кровать Немо». Мне уже выделили место. Я принялся за поиски потерянной пачки сигарет. Сначала осмотрел пол, затем заглянул под койки, стол и тумбочки. Везде было пусто. Я не отважился лезть в чужие шкафы и перерывать кровати, поэтому взглядом окинул комнату. Может, что-то замечу. Сев на свою постель, я опустил голову и задумался. И что теперь делать с пачкой сигарет? Признаться, что не удалось ее найти, вряд ли Хельга будет сердиться. Так, господин Немо приступил к шпионажу. Неожиданный звук человеческого голоса заставил меня резко поднять голову и встать с места. Я наблюдал за тобой все это время. И что с того? А то, что твой шпионаж теперь раскрыт, что ты делал с моей кроватью. Ничего, я искал здесь пачку сигарет Хельги. Солдат прищурился и подошел к кровати, что находилась над моей.
Он натянул на лицо маску и откинул одеяло и очень осторожно провел рукой в перчатке по простыне. Он осматривал постель долго и очень тщательно. Я стоял позади буквально кожей чувствовал его сосредоточенность, а он то и дело на меня поглядывал. Вскоре мне все это надоело. И почему он такой подозрительный? Слушай, я ничего не делал, мне незачем тебе вредить, и я не хочу настраивать всех вас против себя. Солдат приостановил поиски, заправил постель, а после неспешно повернулся ко мне. Хороший шпион всегда налаживает отношения с тем, кого хочет предать. Он в чем-то был прав, но его упрямство и настойчивость начали меня раздражать. Я почувствовал себя виноватым. Я правда не собираюсь этого делать. Я всего лишь хочу найти сигареты, чтобы получить постельное белье. Допустим, я тебе поверю, но почему ты ошиваешься рядом с моей кроватью? Выходит, моя кровать находится под твоей. Я указал на записку на одеяле. Мой собеседник взял ее в руки, внимательно прочитал, осмотрел со всех сторон и стянул маску, обнюхал. Ёшкин кот. Прям ищейка настоящая, каждый миллиметр, каждый запах учует. Оливер. Для меня оставалось непонятно, как он вычислил автора записки. То ли по почерку, то ли по запаху, то ли по всему сразу. Если ее действительно написал Оливер, то из этого подозрительного солдата вышел бы неплохой детектив. Только не думай, господин Немо, что я тебе до конца поверил. Ты слишком подозрительный, а твои действия в особенности. Ну, блин, а счастье, вот серьезно. Его подозрительность хоть и прям маниакальная какая-то, но он прав бы и вправду шпион, только... Ну как бы, мы шпион в стане своих друзей, скажем так. Хорошо, только не называй меня господин Немо. Будет лучше просто Немо. А какое имя у тебя? Солдат некоторое время молчал, внимательно меня разглядывая. Мое имя Яков, все равно тебе бы это кто-нибудь сказал. Яков, ты не видел тут пачку сигарет? Хельга просила принести. Так, что это у меня? Какой-то фига, звук пропал. Да. То звук пропадает, то это, блин, надоедать начинает. Ну ладно. Такс. Яков, ты не видел тут пачку сигарет? Хельга просила принести ее. Я видел только упаковку. Нашел ее под твоей кроватью. Тогда она, правда, была еще моей. Не думаю, что внутри сигареты. Скорее всего, кто-то хотел, чтобы я подумал, что там сигареты. Кто-то хотел, чтобы я подумал, что там сигареты. Тот человек ошибся. Он полагал, что я захочу проверить содержимое и открою ту коробку. Но я так предсказуемо не поступаю. Там или яд высокой летучести, или бомба, которая взорвется, стоит открыть крышку. Глупцы. Все вокруг глупцы. И что же ты сделал? Хочешь знать, в самом деле? Я подсунул ее в карман Элиасу, когда он здесь переодевался. Скоро узнаю, что было внутри. Я не до конца понимал, шутил ли Яков или говорил всерьез. Ну, смотря насколько он параноик, скорее он не шутит. Но он же твой товарищ, вы сражаетесь с ним рядом. Как ты можешь рисковать его жизнью? Ой, да брось, он стратег, мы с ним рядом не сражаемся. Он слепой, поэтому единственный, кто не заметил бы моих
Он слепой, поэтому единственный, кто не заметил бы моих манипуляций. Да и теперь ему особо нечего. Да и терять ему особенно нечего. Зрения-то уже нет. Блин, это чересчур ну, знаете, это самое манипулятивным. Я чувствовал, как во мне росла злость. С таким отношением к людям неудивительно, что ты никому не доверяешь, ведь сам поступаешь как последний предатель. Ядрить, мадрить, нормально так сразу. Нормальненько ткнули. Ой. Не дожидаясь ответа Якова, я выбежал из комнаты, как бы мне хотелось забыть его удивленное лицо после своей гневной тирады. Может, я переборщил? Может, он говорил не всерьез? Сейчас я знал только одно. Мне нужно найти Элиса, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Да, скорее всего, этой, чертовой пачки сигарет ни хрена нет. Ну или серьезно, кто будет туда подсовывать яд? Ну нахрена? Ну нас травить? Хельгу нахрена? Ну ладно. Ну давайте сюда, последнее место, куда мы заглядывали. Там как раз таки кто-то сидел в предыдущей серии. Я помню, мы, кажется, открывали. Я открыл дверь и тихо вошел в комнату. Как раз последнее представление. Неплохо так. Элиас. Прошу извинения, мне пришлось потратить немного времени. Так, все, давайте так. Начнем, что было. Среди коробок сидел солдат. Он был окружен банками с краской. В правой руке держал перепачканную кисть, а на коленях холст. Когда я подошел к нему, он поднял голову и посмотрел прямо перед собой. Его глаз не было видно из-за длинных прядей волос. Словно прислушиваясь к моим движениям, солдат наклонил голову. Кто здесь? Ганс? Кто здесь? Ганс? Я сразу понял, что он слеп, значит, передо мной был Элиас. Я Немо, меня сегодня утром допрашивали, может, ты уже об этом слышал. Ваш командир сказал, что какое-то время я буду жить с вами, пока он пытается все разузнать. Добрый день, Немо. Мне рассказал про тебя Яков. Не так давно. Я Элиас. Мне тоже очень приятно с тобой познакомиться. Элиас больше ничего не сказал. Он окунул кисточку в банку с краской, а затем начал водить ее по холсту. Его лицо выглядело бесстрастным, а край глаз, торчащий из-под волос, как будто наблюдал за мной. Как он может рисовать, если ничего не видит? Как говорится, у многих людей, слепых и тех, кто решен определенных функций, другие чувства обостряются. Я подошел к Элиасу ближе, а тот это почувствовал и напрягся. Он следил за мной не глазами, а кожей. По крайней мере, мне так показалось. Можно я посмотрю, что ты рисуешь? Нет. Элиас наклонил картину к себе, загораживая от моих глаз. Он не на шутку перепугался. Если ты не хочешь показывать, то я не буду смотреть. Моя картина еще не закончена, я не хочу, чтобы кто-то видел ее такой. А что ты рисуешь? То, что вижу. Звучит интересно. Элиас вдруг улыбнулся. Трогательно и робко, словно мои простые слова на секунду сделали его счастливым. Спасибо, Немо. Я уже давно не мог закончить эту картину. Что-то постоянно меняется, и я не могу ухватить миг и запечатлеть его. Похоже, он серьезно относится к своему творчеству, хоть я и не совсем понял его мысль. Но терзания Элиаса убедили меня в своих догадках. Этот тихий парень умел тонко чувствовать мир.
Он, живя в постоянной темноте, был способен уловить оттенки мира, которые я сам не различал. Прости, что спрашиваю, но как ты различаешь краски? Так заметно, что я слепой? Вовсе нет. Если бы мне заранее Яков не сказал, я бы и так и не понял. Элиас мягко улыбнулся. Я пошутил. На разных красках есть выпуклые отметины. Не одинаковой формы. На ощупь я могу различать цвета, а смеси делаю, ориентируясь на внутреннее чутье. Научился, пока еще был зрячим. А как ты? Не надо, не спрашивай об этом, пожалуйста. Губы Элиса слегка задрожали, а мне стало за себя стыдно. Прости. Слушай, у тебя в кармане должна быть пачка сигарет. Пачка сигарет. Эльге они сейчас нужны. У меня была какая-то коробочка. Наверное, Яков подсунул ее, пока я переодевался. Как ты знаешь, Яков всегда так... Ты знаешь? Яков всегда так поступает? Чаще всего да. Он никому не верит и во всем ищет подвох. Но иногда его подозрительность очень помогает. Я думаю, что где-то в глубине души он отличает свои фантазии от реальности. А тебе нужна та пачка сигарет? Да, она нужна Хельге. Ее забрал Оливер. Он сказал, что мне не стоит таким баловаться. Тогда я и не знал, что он говорил про сигареты. Спасибо за помощь, я пойду искать Оливера. Элиас кивнул и замер. Наверное, он ждал, когда я покину комнату, и он сможет продолжить переносить свой мир на холст. Эта пачка сигарет просто неуловимая. За столь короткий промежуток времени она успела побывать в руках почти каждого из солдат этой казармы. Я не стал медлить и вышел в коридор. Но уже найдем мы эту уже чертову пачку сигарет или не найдем, мы уже узнаем в следующей серии, а то она как-то затянулась, наше путешествие, знаете ли, довольно сильненько. Надеюсь, вы остались довольны, мне прям приятно, мы спокойно плывем по течению. Пишите комментарии, обсуждайте игру, может, пожалуйста, только не спойлерите сюжет именно. Я знаю, что вышло, кстати говоря, 4-й эпизод, который все так ждали, еще какой-то экстра эпизод небольшой. Мы все эти эпизоды, разумеется, сможем лицезреть. Я постараюсь их именно добыть, все эти эпизоды, и мы все их посмотрим. Вот. Обсуждайте, критикуйте, буду рад с вами поболтать. Загляните в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Такое новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.